Привет! Меня зовут Оксана. В этом видео я хочу рассказать вам о разных способах лепки дома. Есть два основных вида глины. Это запекаемая и самозатвердевающая. Запекаемую глину, понятно, нужно запечь, но ее сложно размять. Самоотвердевающую глину нужно размягчать водой, но она сама прекрасно затвердевает. На мой взгляд, самая простая глина для новичка – это будет зефирная глина. Это самозатвердевающая, такая воздушная глина. Ее еще называют бархатным пластиком. Называют ее воздушной, потому что на ощупь она очень легкая и бархатная. Она похожа на легкие лепестки цветов. Слегка влажная, но очень приятная на ощупь. Лепить из нее мелкие детали неудобно. Она, в принципе, прилипает немного к рукам. И в целом ее используют в основном для того, чтобы делать какие-то цветы, лепестки, легкие украшения, но она недолговечна. Если поставить на полку такую глину, то ничего страшного не произойдет. И вот настолько мелкие детали, как усы у этого дракончика, в принципе, выживут. И ничего плохого не случится. Оно немножечко все это так гнется, да, вот даже в таком засохшем виде, вот, слегка гнется. Но тем не менее, оторвать или сломать очень просто. Я сейчас вот могу легко оторвать этот хвост, и если он упадет, то, скорее всего, что-то тут сломается. Что-нибудь да сломается. Но, в принципе, работы из такой глины не самые прочные. Она похожа на бумагу, как будто бы мелкие частички бумаги свалены в один какой-то комочек. Второй вид самозатвердевающей глины – это вот такие кукольные глины или массы для лепки. Когда они затвердевают, то становятся похожими больше на камень, ну, вот что-то вроде камня, или скорее картона, или соленого теста. Если кто-то лепил в детстве, то сможете легко понять, оно становится вот прям таким сухим тестом. Вот, к примеру, фигурка, одна из первых, которую я сделала, вот эта пино. И на ощупь и по фактуре она очень сильно отличается от бархатной глины. Мелкие детали тоже очень неудобно лепить. Сделать ее идеально гладкой тоже проблематично. И красить такие глины не очень удобно, потому что от контакта с водой они раскисают. Их нельзя оставлять ни в ванной, ни в каком-то влажном месте, ни в коем случае, потому что любого контакта с водой они тут же раскиснут. Но в этом их плюс, потому что можно использовать много раз. Самоотвердевающие глины, которые больше похожи на тесто, это ладол и еще вот это дас. Но дас это скорее масса для лепки, и она очень сильно воняет. Ладол – это специальная глина для кукол, из нее делают разные мастер-модели именно для каких-то авторских куколок, каких-нибудь таких игрушек. Вот. А дас – это скорее, какая-то, видимо, просто для каких-то эскизов, может быть, поделок таких, потому что она очень сильно воняет. С ней невозможно прям долго работать, она прям неприятно пахнет. Я даже открывать ее не хочу. И еще она вначале серая, но потом она побелеет. Две этих глины больше подходят для каких-то особенных вещей. Например, чтобы показать какую-нибудь бархатную фактуру или, не знаю, что-нибудь такое выразить. Если хочется сделать фигурку, то, разумеется, больше подходит запекаемая глина. Например, ее можно брать разных цветов, сразу лепить из какого-то цвета. Например, можно взять какую-то фактурную полимерную глину и сделать камень, или сделать так, чтобы фигурка светилась, если взять специальную светящуюся глину. Вот тут можно было бы использовать именно такую, но я взяла просто полупрозрачную глину. Или как вот здесь.
Вот вы можете заметить, насколько она более прочная. Она после запекания становится как пластик, очень прочный, очень упругой и крепкой. Если хочется делать прям фигурки, то лучше всего сразу лепить из запекаемой глины. Потому что, например, за этого дракончика я очень боюсь. Думаю, для новичка это очень даже хороший вариант, потому что из нее, правда, очень приятно лепить на ощупь. Она прям такая бархатненькая, прям как зефирку в руке держишь. Это очень классно. Проблема с всякими вот этими запекаемыми глинами, что ее фиг разомнешь. Она очень-очень тяжелая. Чтобы ее размять, нужно сильно постараться. И пока ты ее разомнешь, уже все руки болят, и лепить не хочется совсем. Да, но разговоры о полимерной глине – это совсем отдельная история. Когда я только начинала, я ничего об этом не знала, как мне понять, какую глину взять, из чего лучше лепить дома. Надеюсь, это видео было вам полезным. Спасибо за внимание и пока-пока.